Алексей Николаевич, я так понимаю, что этот расклад вы нам дали по этим выборам, которые готовятся. Именно поэтому вы не хотите, ну, хотите пропустить одну очередь. Да нет, я хочу пропустить по сумме объективных причин. Если хотите, расскажу. Расскажите. Начнем с того, что моя интуиция подсказывает, что не надо на эти идти. Они всегда привыкли доверять. Второе, давайте смотреть объективно. Я под санкциями. Непонятно, как для этого нужно, чтобы меня ЦИК вообще зарегистрировал как кандидат. Нужно серьезное политическое решение. Смена избирательного кодекса. Будет ли оно, подготовят ли его, это очень большой вопрос. Второе. Против меня моими силами и силами моих оппонентов проведена в течение нескольких лет такая кампания, что 60 дней на отмыться, переключиться и так далее, даже при всех моих способностях практически нереально. Практически нереально. Беглый подполковник, который где-то там сидит и так далее, российский шпион, Путину хотел отдать 4 области, да, продажная шкура и прочее, прочее, это не перебивается на данном этапе. Нужна либо очень мощная кампания, то есть нужно вкинуть пару десятков миллионов долларов во все СМИ. Ну, даже 60 дней не хватит. Это для какие того, все? Телемарафон? Ну, все возможные, да. Для того, чтобы и в кампании, чтобы быстро перестрочить имидж и показать, что все, что он заявлял, это было глубоко, разумно, дальновидно и так далее, и так далее. Причем для широких масс это надо в села донести. В малые города это не таким умным, как нам с тобой. Да, вот. Ну, даже если они есть, допустим, то времени не хватит. За полгодика можно было перестроить имидж. 60 дней, 90 нереально. Теперь мы берем следующее, что еще есть общий консенсус элит на нежелание сменить модель. Я же не буду врать, если я пойду на выборы. Я буду говорить, что речь идет о смене модели внутренней и внешней политики. Я иду для этого. Какой бы запрос у народа не был, перебить коллективное нежелание элит менять систему, в которой можно быть большим или маленьким Миндичем, практически нереально. Это революционный потенциал должен быть накоплен в обществе. А его нет, вы считаете? Революционный потенциал неизмерим, он неизвестно, есть он или нет. Во-вторых, тут же момент какой. Революционный потенциал в мирной стране, относительно мирной, как в 2019 году, это одна история. Революционный потенциал там, где каждого избирателя поджидает ТЦК по дороге и сразу после выхода из участка, это совсем другой революционный потенциал. Нет объективных условий, на которых я мог бы претендовать на что-то. Я вас уверяю, я даже занял бы какое-то там место, и, скорее всего, не самое последнее. Ну, и меня бы начали обсаживать всякие политтехнологи, политические силы по типу, давай иди в парламент, смотри, какой задел и так далее. Так меня они сейчас обсаживают. Каждый день. И что? Во-первых, я в парламент не хочу ни в каком варианте. Во-вторых, парламентские выборы не намечаются. Поэтому мне гораздо проще подождать, пока этот этап разрешится, там его разрешат между собой спасители Отечества. Я дождусь отстоя пьяни. Политика и стратегия – это умение ждать очень долго. У меня нет же цели как можно быстрее, как это стать президентом. У меня есть цель поменять модель развития Украины внутреннюю и внешнюю радикально. Это историческое деяние. Его нельзя просто так купить или там сделать какими-то цепью внутренних административных решений в команде существующей и так далее. Сложится атмосфера. Значит, нужно снятие всех негативных факторов. Раз. Нужна перестройка имиджа. Два. Нужно чтобы исторический момент создался для этого. Пока перестройка имиджа абсолютно нереальна на данном этапе, потому что пока идет война, беглый никогда не получит имидж. Всегда получат защитники. Подождите, у нас сколько этих беглых? Миллионы. Все равно не получат. Получат защитники. Единственное, что это если изменят кодекс так, что смогут проголосовать люди в диаспоре и проголосовать люди в России. Вот тогда я получаю очень неплохие шансы. И именно поэтому его скорее поменяют так, чтобы не проголосовали или меня не допустить. Сделать так, чтобы я не прошел. Опять же, я не соответствую формальному законодательству. Я не прожил в Украине последние 5 лет. Бла-бла-бла. Вот это вся хрень. И так далее. То есть, меня же сразу отсекали. После интервью с Гордоном меня начали отсекать от возможности избираться. Я еще в офисе тогда работал. Это лето 22 года, простите. А вы говорите,
Сейчас 3 года я и мои друзья политические работали на уничтожении моего имиджа. Причем я гораздо талантливее, чем они работал. Поэтому, ну, это нереально. Сейчас нереально. Чего суетиться? Как вы даете оценку историческому моменту, да? Что это исторический момент? Вот Булгакова сбили. Исторический же момент? Я считаю, исторический. Не, исторический момент – это когда народ осатанел до такой степени, что все иллюзии относительно Украины как Израиль, Украина как антироссия, бесконечная война с Россией, стальной дикобраз, вот все это ушло. Угу. Народ задолбался до такой степени, что он говорит: ребятки, давайте вот все, что угодно, только что-нибудь другое, вот, поменять модель радикально. Ну, это за какое-то время это может сложиться, но точно не за 60 и 90 дней, которые сейчас выделят на эти выборы, даже если таких, как я, допустят. Мне просто кажется, что здесь идет противоречие. С одной стороны, утверждаете, что революционная ситуация несоизмерима, с другой стороны, мы видим все больше и больше прецедентов драк. Я не буду говорить других вещей, все видят ленту новостейную, когда дерутся с ТЦКшниками, когда лишают жизни. То сначала как бы было больше они лишали, а теперь уже и их лишают. Причем там уже и военные включаются, дерутся с ТЦКшниками. Ну, смотрите, если продолжать в логике выборов, представим себе, что историческая ситуация сложилась. И 82% населения, как говорил Трамп, радикально хотят отменить все, смены модели, выборы, выкинуть этих всех закамуфлированных героев, там, причем не пустить их к власти и покончить с элитами и прочее, прочее. Ну, тогда тем более меня не допустят к выборам. Ну, не допустят. Нет ситуации. Смотрите, единственный вариант в таком случае, это если я пересекаю границу Украины. Меня там встречают 1010 восторженных людей. Не дают арестовать физически, уничтожить, как бы задержать. Я триумфально на белом коне еду в Киев, и ТЦК под давлением 50-тысячной толпы меня регистрируют, вопреки всем этим самым. И потом строго следят мои сторонники, чтобы не было никаких подвохов в течение выборов. Насколько реалистичен этот сценарий вот сегодня? Никак. Вообще и близко нет. В условиях военного положения это нереально. Потому что всех моих сторонников быстро расхватает ТЦК, быстро придавят камуфлированные хлопчики, там, да, могучие герои, потужные. Будет работать полиция на отсечение и так далее. Вся силовая машина будет работать на людей, которые вздумают за меня вступиться. Ну, это нереально. Единственная ситуация, если разрешат интернет-голосование, я не въезжаю в Украину, меня зарегистрируют кандидатом и за меня проголосуют по интернету. Вот это вполне может быть. И тем более сделают так, чтобы я не мог зарегистрироваться в таком варианте. Просто вот эти вот, я понимаю, что не было войны, это, конечно, серьезный аргумент. Эти же аргументы мы все слышали, когда Порошенко с Зеленским, ну, тоже там, все силовики, все там спецслужбы, все это, все не было Саша, не было полномасштабного конфликта, это совсем другой контекст, радикально другой. Смотрите, то, что мы сегодня узнали об офисе, вашем когда-то месте работы, ну, это же цирк, это же идиотизм. Там разброд, развал и шатание. Ермак, как бы, оказывается, уволились все, потом говорит, не, нас там переназначили, а по факту вроде как вообще не пойми кто. Тут все так страшный такой большой офис превратился в бэк-офис. Как-то так. И все как-то об этом узнали. Это ничего не меняет. В деле смены политической модели или жопы на главном троне это не меняет ничего. Народ ориентируется на это. Народ, когда сидит без света и его херачат шахедами днем и ночью, и гребет ТЦК, он думает только об одном. Вот массовый избиратель. Он думает, кто меня защитит. У Арестовича имидж не смог защитить сам себя. Попал под санкции. Ну, мне просто не поверят. Думаю, еще люди, которые пишут в чат, что думающие люди за вас. Ну да, думающие люди за меня. Они даже проголосуют, наверное. Но массовый товарищ там из маленького города, из села, из деревни нет. Ну, тут в чате я глянул, у вас пишут, не повторите глупость с въездом, как Саакашвили. Ну, вот такие. Вы понимаете, они же были политики, а я всего лишь нанятый актер, поэтому я не повторю. То есть, получается, тогда, если так логически подумать, Трамп не
доламывает Зеленского, не нагибает его, не прогоняет его, а дает ему просто шансы с этими Да, выборами. да, это правда. Трамп не дорабатывает в этом отношении. Почему? Потому что временной лаг. Ну, да, ему надо дать успеть перестроиться Европе, вывести американские войска, сократить расходы на группировку в Европе. До этого надо договориться с Россией по сумме параметров. Операция в Венесуэле, противостояние с Китаем, Индо-Тихоокеанский регион, выиграть промежуточные выборы. Ну, бляха, ладно, хрен. Ему он как рассуждать? Ну, хорошо, Украина хочет потянуть еще год, ну пусть потянет. Уже совсем не мерится. Ради бога. Через год будем 8 областей делить, а не 4. И не линию соприкосновения. Ну, ему от этого не холодно, не жарко. Ему как бы было жарко некоторое время, но сейчас не сильно жарко. Поэтому для него это параметр, но не критический. Он давит, потому что это его манера, стиль. Он хотел добиться прекращения огня в Украине до того, как начал войну в Новую Венесуэле, чтобы быть человеком, который гасит кризисы, а не добавляет кризисам новые кризисы. Ну, это не получилось. Ну, скрипя зубы, начнет операцию в Венесуэле. Наоборот, перекроет. Скажет, смотрите, у нас в Венесуэле все хорошо, а в Украине не я же начинал эту войну, поэтому все плохо. И не я не хочу ее заканчивать. Можно и на этом сыграть. Украина малый параметр. Его можно с масштаба Трампа его можно повернуть или так, или эдак в свою пользу. Очень жаль, скажет. Там гибнет, опять скажет, каждую неделю гибнет по 1000 молодых людей с той и другой стороны. Я не эту войну начинал, я очень хочу ее прекратить, но все согласны, Зеленский упирается. Что сделать? И тогда они добавляют, что и Путин упирается. Хорошо, а какой тогда выход? Ну вот смотрите, у нас сегодня как бы такой пошел разговор, и я понимаю, наверное, почему, потому что, ну, по событиям, период такой какой-то, да. Хотя, по идее, мне почему-то думается, что нас на этой неделе ожидают еще серьезные такие сюрпризы. Во-первых, это Рождество с рождественским перемирием. Сегодня Зеленский выходит и говорит: Путин 25-го будет бомбить, вот сейчас как вот все будет лететь. Ну, понятно, что зачем он это делает, да, ему, ну, мы обсудили выше. Он как бы бросает туда, бросает. Он скажет, что мы все были готовы к рождественскому перемирию, а вот проклятый Путин разбомбил, поэтому, смотрите, он же не хочет мира на самом деле. Вот, но это же дедлайн был и для Зеленского. Зачем, скажите, пожалуйста, встречаться 3 раза с Умеровым? Зачем Умерову бежать в ФБР, перевербовываться к Пателю? То есть это же явные признаки того, что это уже треснуло, надо просто доломать. Усилия сильно много, и скорее всего, доломают к чему-то. Не, смотрите, такие вещи проходят на раз. Если бы они вывалили Миндича, Шефира одновременно, Ермака и самого Зеленского, там, где Зеленский в коррупционных темах прямо участвовал, нельзя. Возможно, это разово бы парламент должен был занять позицию, объявить импичмент и так далее, возмущение общества, народа. Если ты даешь противнику опомниться, то он успевает устроить второй скандал в кабинете овальном. Заочно съездить в Купинск, попозировать у Стеллы красиво, как герой. Сказать много правильных слов. Поменять убрать Ермака, поменять в бэк-офис, поменять глав обладминистрации, поменять командующего оперативным командованием Юг. В общем, сделать грустные, серьезные глаза, там парочку заявлений, что мы не сдадим, помотаться по Европе, получить кредит. Ну, так не работает. Такие вещи делаются на раз. А растянутое вот это обрубание хвоста, этот самый, ну, просто добавляет имидж раненого, но не сломлен. Смотрите, пока есть сделка, Зеленский пока защищает народ, как народу кажется. А в значительной степени он уже действительно защищает, как ни крути, как-то там по-своему. Скажем так, то, по крайней мере, в той части, где он просыпается и выполняет обязанности президента, ну, народ и будет за него. Даже не за него, а за институт президентства. Смотрите, как только он едет куда-то на переговоры, сразу начинается: я против Зеленского, но я за президента, всем нам нужна поддержка. Его наша, мы отстаиваем Украину. Ну, вот эти компромиссные формулы, которые нет хорошей жизни, потому что народ перепуган смертельно и не знает, что будет дальше. Поэтому боится, что рухнет все. Поэтому он имеет все шансы тянуть дальше. Просто когда вы говорите о нескольких областях, сегодня мы видим, как в последнее время, ну, идет отработка Одессы.
Серьезная отработка. Многие задаются вопросами, что это означает. Разбитое южное, масло, разлившееся, свет, сама Одесса, пешеходные мосты. У нас Измаильщина появилась. Ну, Измаильщина. во-первых, Ну, во-первых, отрезано. как бы все же просто и понятно. Первое. Россияне к 4-му году войны наконец-то сообразили, что распределенные удары – это для шизофреников, да, которые ни дня не учились в военном училище. Я вообще не понимаю, как они так вот 3 года нас бомбили, в то время как все силы и средства надо концентрировать на конкретных районах, изолировать, да, и бить. Они наконец-то сообразили, поэтому это не может считаться моим советом им. Они это уже поняли. Я только постфактум это констатирую. Раз. Второе. Одесса – это зона, куда перебрасывается оружие. Все это знают, публично говорят. Второе. Одесса – это область, Одесса и Одесская область обеспечивает импорт-экспорт. Не я написала наши официальные телеграм-каналы, и заявления официальных лиц 60% топлива заходит в Украину через Одесскую область. Как бы на плюс оружие, плюс зерновые поставки, плюс сельхозпродукция, которая идет из Измаильского порта, из Одесского порта, из Южного и так далее, обеспечивает экспортно-импортную выручку. Поставки вооружения и критических материалов. Ну, понятно, почему гасят Одессу. Абсолютно понятно. Одессу, Одесскую область. Можем высказать только большое сочувствие одесситам и жителям Одесской области в этой связи. Впрочем, как и всем остальным украинцам. Какая задумка, стоит ли за этим, за вот этим отрезанием экономическим или энергетическим, отрезание в будущем физическое? Нет, Насколько это очень, возможно? это очень далеко. Практически на данном этапе нереально. Ну, то есть вы постоянно, кстати, это повторяете, постоянно спрашивают в чате, что... Нереально это, друзья мои, нереально. Вы можете мечтать, там можете бояться, но это нереально. Это надо взять где-то 1150 войск, которые разово в течение 3 суток форсируют Днепр. Очень большая поддержка с моря и с воздуха. Все это пойдет, возьмет Херсон, Николаев и дальше приблизится к Одессе. Первое, где их взять? Второе, откуда взять морскую блокаду? Если там корабль как не высовывается, так в него дрон морской приезжает. При нынешнем состоянии системы ПВО все еще, там при всех ее недостатках, воздушно-наступательная операция нереальна, которая может серьезным фактором оказаться. Не поражение отдельных объектов кабами, а системное воздействие в рамках наступательной операции, тем более десантной операции. Нет в российской армии таких возможностей. Мы им даже десантные корабли все поперетопили к чертовой матери. Поэтому, это нереально. Просто нереально. Можно мечтать: Одесса, Россия, бла-бла-бла, 5-10, кто там кричат, у нас зетники, или там указывают на опасность, наоборот, наши вышиватники. Это практически нереальная перспектива. Вот Путин реалист, в отличие от всех этих мечтателей. Он четко говорит: дайте мне Донецкую область. Даже про 4 области в последнее время не очень говорит. Понимает, что нету сил при данном типе войны. Вот в перспективе, может быть, но не сейчас. А уже Одесса – это очень далекая история. Говорите, ПВО, уволили же начальника, командующего силами Уволили, ПВО. может, поставят более толкового, так тем более. Даже если при этом командующим не очень там было шанса на воздушную наступательную, то сейчас тем более. Если не поставят еще более бестолкового, конечно. Так, тут периодически заглядываю в чат, тут смеются, конечно. Понятно, когда Арестович говорит, что Володька Зеленский выиграет в этих условиях выборы, значит, точно проиграет. Что-то знает Арестович, темнит с нами. Проиграет кому? Да, я просто не понимаю, понимаете, я это слушаю, я пытаюсь, конечно, критически мысли, читаю тут людей, которые пишут. Я не понимаю, какой дурак может проголосовать за Зеленского. Смотрите, не в этом дело. Не дурак проголосует за Зеленского. А я вам рассказываю, я же говорил это, еще раз повторюсь, каков расчет Зеленского в этой ситуации. Шансы у Зеленского, если Залужный не идет, очень высоки. Нужен совсем альтернативный кандидат, вот типа меня какой-то там, неожиданный, за которого народ проголосует по канону 2019 года. Да, опросы, которые проводят не КМИС, а все нормальные люди, говорят, что у другого кандидата, неожиданного кандидата, мистера Икс, 42%. Это был месяц назад. Кто этот неожиданный кандидат? Кому дадут зарегистрироваться? Усик, Кличко, кто?
Кличко ожидаемый. Усик, ну, может быть. Кто-то совсем неожидан. Это, ну, давайте прямо скажем, это мог бы быть я. Именно поэтому меня не пустят к этим выборам. Я не знаю, какого степень давления должна быть, чтобы политического, чтобы и оно должно быть успешным. Не просто же надавить, важно, чтобы приняли законодательство так, чтобы с меня слетели санкции, отсутствие в Украине в течение 5 лет не стало ограничением, да, и меня еще зарегистрировали как кандидата. Ну, это ли разве что лично Трамп позаботится персонально мной и будет для меня все это продавливать, что тоже абсолютно нереально. Американцы так не работают. И работают с тем, кто выиграл. Вот с тем, что есть по факту. Поэтому, ну, как бы, ну, смотрите, я даже больше вам скажу. Если меня как кандидата допустят, я могу ради интереса податься и посмотреть, что будет. Вот, в конце концов, как бы, сколько там, $100 000 залога, да, и найдутся добрые люди, которые ради интереса дадут. Вот, поэтому, да, ну пусть меня сначала допустят. Тут просто вопрос в том, в каком состоянии будет страна к этому моменту. Поэтому, народ, я к чему говорил? Я к чему все это затеваю? Вы, когда надеетесь на выборы, на перемирие, там, на другого кандидата, это, конечно, все очень хорошо, надежду отбирать нельзя. Мы должны ее обговаривать, как все сценарии, да, в том числе в статусе желаемого сценария. Но вы помните, что наиболее вероятным сценарием является срыв выборов, срыв переговоров сейчас и продолжение войны в течение от 1,5 года до 1,5 лет, да, при том же Зеленском, при тех же Миндичах, при той же системе, невзирая на все скандалы коррупции. Вот это более вероятный сценарий. Возможно ли другие сценарии, вплоть до фантастические? Конечно, мы это уже видели в 2019 году. Абсолютно фантастический сценарий победы Зеленского. Расчет-то был на Юлю ввели. Зеленского ставили как кандидата спойлера, который должен будет утащить молодежь. Но так получилось, что у спойлера оказался рейтинг больше, чем у Юли. Поэтому, ну и сейчас, возможно. Я же говорю, запрос у тех людей, которые реально проводят сейчас опросы, 42% месяц назад был на кого-то другого, радикально другого. Не из элиты, никого. Может это быть Арестович? Вполне. Зарегистрируйте Арестовича. Вернее, дайте возможность, и я подамся на выборы и посмотрим, за кого проголосую. Но я не знаю, что должно быть в их уме и какая должна быть степень давления или прямое вмешательство Господа Бога, чтобы создали условия, в которых российский шпион Арестович так подло, так, вернее, тряпка, который этот Собчак вытерла пол в Лондоне, и все вот эти характеристики смог бы быть зарегистрирован, который хочет отдать Путину, путинский наймит, который хочет отдать ему 4 области, был вообще допущен к выбору. Зачем, как вам видится, ну это прям, это вот очень интересно в этом контексте, вот Зеленский сохраняет Ермака. Ну вот мы же видим, что это только потому, что Зеленский. Видите, Ермака не трогал, Миндича уже сфоткали, а Ермака даже не сфоткали. Ну, это не Зеленский сохраняет. Это НАБУ подозрение Ермаку до сих пор не выписала. А почему НАБУ не выписала, это вопрос к НАБУ и к САП. Может, они там, как говорит Игорь Валерьевич, там подоговаривались все, кто его знает. Вот. Но я четко высчитал зависимость за это время войны. И как только Зеленский говорит правильные слова в делу перемирия, давление на него прекращается. Он бесконечно покупает на это Трампа, американцев. Как бы, да. Он говорит все, что они хотят услышать. Они говорят, так, отодвигаем давление. Уж парень же двинулся в нужную сторону. И так они будут их за последние там несколько лет. И последний год так точно. С другой стороны, когда они понимают, что парень их обманул, в который раз они усиливают давление, возможно, и появится. С точки зрения, почему Ермак? Ну, потому что бэк-офис же должен работать. Смотрите, если бы назначили, почему не назначили нового руководителя офиса? Потому что, будь он даже покрашенным столбом или абсолютно слабой фигурой, но все равно он же подписывал бы документы, какое-то решение бы предпринимал. Народ бы постепенно переориентировался на него. Влияние живого Ермака, командующего бэк-офисом, размылось бы, ослабло. Хотя бы секторально. Именно поэтому не назначается новый глава офиса, потому что возникает как бы административный конфликт. И пусть он даже формального с неформальным, но он, как бы Ермак прекращает возможность руководить. А так он реально руководит. И Зеленского все устраивает. Потому что есть теперь куча операционки, не Зеленскому же там заниматься. Ермак и занимается.
Ну, вы, кстати, говорили, когда только увольняли Ермака, я помню, что следующий придет, он скажет, так а что, я буду строить свою инфраструктуру, своих Он советников невольно, наберу. даже если поставить туда самого слабого человека, ну, на подписи, на документах-то будут его стоять. Понимаете, да? Это уже такая история, она очень быстро, ну, постепенненько перебирают. Постепенненько. Ну, начнется с того, что сначала враги или там колеблющиеся скажут, ну, извините, Андрей Борисович, вот при всей любви, но вы даете неформальное указание по телефону, а тут подпись стоит главы офиса действующего. Ну, что я должен выполнять? Ну, как бы, я же не пойду против закона. Как бы президент же его уполномочил, поставил, вот воля и так далее. А каждый раз звонить и говорить, что да, подпись пусть стоит, но она ничего не значит, а на самом деле это, а ваши доказательства. Кто это может переподтвердить? Только президент. Ну, это нереальная схема управления. Поэтому Ермак бы потерял власть постепенно. Да. Он, Зеленский не хочет, чтобы он терял власть. Поэтому нет нового главы. Поэтому, скорее всего, старый всем руководитель. 99. Не будет руководить дальше. Поэтому Зеленский в результате публикации, если схема власти, которую он выстроил, потерпела существенный ущерб. Но поскольку дело не довели до конца, он напомнился, отработал назад и как бы сейчас снова в форме. Это видно по телеграм-каналу. Вот они очень сильно, профессионально, они очень сильно притихли. Сразу после Медичи вообще не тише травы ниже травы. Сейчас снова закудахтали. Начали всех обвинять кругом. Там президент самый лучший и так далее. Сразу видно, что конъюнктура сменилась. Где-то вот уже денька 3 они уже снова в форме. Снова та же повестка. Все понятно. Все вернулось, как и было. Почти. Вы один из первых, которые... Ну, был прямой эфир, мы видели там переезды Зеленского. Один из первых, кто комментировал вот это странное решение Зеленского надиктовывать в телефон, ну, ответы на вопросы. То есть он зачитывает сам вопрос и дает на него ответ. Эта практика продолжается. Но тут возникает очень интересный нюанс. Значит, в офисе советники, даже члены переговорной группы, ну, в прошлом там, или, короче, концов нет. Вполне себе, что то, что эта начитка ответов на вопросы появилась как мода в момент, когда многие ждут пленок с голосом Зеленского, это не совпадение. Есть, конечно, конспирологическая теория, мне интересно, что вы об этом думаете, что это специально, чтобы когда вбросят пленки, сказать так, ну тут два варианта. Одни говорят, в общем, посрамить пленки, что вы же слушаете президента уже, смотрите, вот постоянно голосом, а это вообще не он, это какой-то искусственный интеллект. Или второй момент. Так, подождите, это пресс-служба нагенерировала, президент там такого не говорил, или там, например, это нюанс, это вот каких-то... Офиса нет вообще у президента, Не, бедного. как прививка это плохо работает. Смотрите, прививка имеет место быть, но это работало бы как? Представьте себе, что Бунин выкладывает голую фотку в интернет сам. Угу. И тогда публикация после этого, она бы очень сильно была ослаблена. Ну, человек сам выложил, как бы, ну, какие тут варианты. Вот. А вот так, типа, президент отвечает в самолете бедный в перелете между Лондоном и Брюсселем. Правду, истину глаголит про борьбу за Украину, а потом выкладывает на пленке, где он там продает Украину оптом и в розницу. Это слабенько, как прививка. То есть сама идея прививки – это хорошо, но то, что он делает, не работает как прививка. Это тогда надо было бы промежуточный скандал выложить с президентом, а потом доложить, что это искусственный интеллект. Тогда бы не поверили. Ну, или ослабло бы действие. Но НАБУ это сильно такая история, которая вряд ли бы пошла за мы сгенерировали. Тем более это все зависело бы от Запада. А НАБУ просто так ничего не делает. Это всегда делается в рамках кампании в западной прессе. Заявлений политиков там и прочее, прочее. Поэтому, ну, перевесили бы все равно. Часть народа бы попроще отбелилась бы. Как сейчас, вот смотрите, что делается. Выходит куча искусственного видео, искусственного интеллекта, когда Зеленский с матрасами на солдатам в блиндаже, там где-то на передовой, там ест с ножа тушенку и так далее. Огромное количество живых людей этому реально верит. То есть такое работает, но все-таки не с пленками нам. Угу. Там чуть все серьезнее. Зеленского, похоже, есть такое выражение, но это в шутку говорили.
ну, в моем детстве, не знаю, как в вашем, а, легче убить, чем прокормить. Ну, что такое убить? Если это в фигуральном смысле, ну, там Ну, в фигуральном. американцы могут его всерьез рассматривать как основное препятствие к заключению, проведению той политики на украинском направлении, которой они хотят. Но для этого они слишком нерешительно действуют. Если это как бы буквально, но мы же не будем рассуждать всерьез в прямом эфире об убийстве президента, да и вообще человека, а не серьезно. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Значит, как вы думаете, каким образом возможное СВО Трампа в Венесуэле может повлиять на войну в Украине? 8% быстрее закончат перемирием и миром. 11% усилит эскалацию, отвлечет внимание от Украины. 33% Трамп не начнет, это ловушка. И 48% все-таки никак, будет катиться, как катится. И долго, нудно, тяжело, в общем-то, как бы войны еще нет конца и края. Нет конца и края. Нет конца и края. Нет конца и края. Почему никто не может, нет такой силы, которая может остановить ее? Ну, потому что для этого надо остановить Зеленского, сменить его позицию. Ну, вот, все очень просто. Единственная сила – это американцы. И давления недостаточно. Недостаточно, но по сумме причин, которые мы обсуждали. Да. Ну, сейчас нашли механизм якобы выбор. Ну, тогда надо как бы фиксить Залужного как альтернативу для Зеленского. Но опять же, а Залужный захочет мир подписывать? Это что же такой вопрос? Это очень большой вопрос. Как бы не меняем ли мы шило на мыло, или там шило на мыло, на еще более заостренное шило. Так что, в принципе, тут ситуация без смены коренных причин войны, которые относятся к модели внутренней и внешней политики Украины, война не закончится. Ну, в наша зона ответственности, она зависит, конечно, от внутренней политики России, Европы, США, но я сейчас говорю про нашу зону ответственности. И когда я говорю, что зависит только от Украины, это не значит, что я ответственность перекладываю на Украину. Это значит, что я говорю про ту часть сектора ответственности, на которую мы можем воздействовать, за которую мы отвечаем. Украинцы. Так, друзья, переходим к вопросам. Закрытого клуба вопрос от Виктора. Существуют публичные прямые высказывания ряда лидеров стран НАТО, что Украину не видят членом Альянса. При этом несколько дней назад Зеленский повторил заявление, что Украина не собирается исключать стремление в НАТО в Конституции, добавив при этом провокационный намек, что президенты сменяются и умирают. Вместе с тем всем известно, что если что-то геополитически изменится, в НАТО можно вступить без всяких записей в Конституции. То есть запись — это воздух, очень раздражающий Россию. Почему власть не способна продать ликвидацию этого воздуха на переговорах как большую уступку со своей стороны? Боятся общественного мнения, националистов? Или на что рассчитано? Да, боятся, потому что вступление в НАТО не нужно Конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела это в Конституции. Тем не менее, вступили. Мы имеем и не вступаем. Тут вопрос в том, что Порошенко это использовал как изменение Конституции по ключевому вопросу, который требует референдума, как политическую технологию. Это очень подло было по отношению к стране и Конституции. А теперь отменить ее, это значит попасть под обратный политический каток технологий. Ты сразу потеряешь в имидже. Очень сильно. Поэтому-то она там уже как бельмо сидит, это положение Конституции, при том, что само НАТО говорит нам уже всеми возможными способами, что нет, не просите, вас там никогда не будет. Что касается президента умирает, он, конечно, намекал не на Трампа, а на Путина. Но получилось на Трампа. Нет, Трамп не возражал, не возникал, они все правильно прочитали, но как бы, ну хорошо, а где гарантия, что после Путина не придет следующий, который еще будет сильнее? Как это? Сильнее против Украины в НАТО, чем Путин. Напоминаю, главный принцип – это ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность способом, который угрожает безопасности другого. Это реализуется, это не так. Если Россия считает, что Украина в НАТО – это смертельная угроза, мы не сможем вступить. Следующий вопрос. Значит, вот такой.
Значит, да. Алексей, приветствую вас. Благодарю за опыт и знания, которыми вы делитесь. Есть над чем задуматься. Можно вас попросить дать парочку практических советов, как найти себя в жизни обычному бойцу после окончания войны? Спасибо за ответ. Ну, во-первых, до окончания войны еще время большое. А во-вторых, ну, могу сказать, что после того, как война закончится, надо помнить, что вы не боец, а вы обычный человек, гражданин, у которого есть прошлое какое-то. Вот. Поэтому тут вопрос, кто у вас победит, прошлое или ваше будущее. Ставьте на будущее. Пытайтесь быть адекватным рынку, адекватным ситуации, адекватным коллективу рабочему и так далее. Военных будет очень неохотно принимать на работу. Помните, это козырять тем, что вы военный, как бы не стоит. Не надо скрывать, но и не надо педалировать. Если вы будете пытаться устроиться на работу как боец, поиски работы вас разочаруют. Скорее, если просто как человек, который хочет что-то в этой жизни сделать, в нормальном коллективе, это совсем другая история. Ну, а дальше надо смотреть, чего вы хотите. Вы хотите продолжать то, что вы делали до войны, вы хотите сменить специальность, что вы хотите. Да, ну я по случаю, и это как раз очень в тему, всех обращаю внимание на QR-код и в описаниях, если смотрите на канале Алексея Арестовича, описаниях школы, да, мышления и коммуникации, поэтому перейдите. Там и много таких эфиров о психологии, философии вообще на канале Алексея. Там все такие эфиры. Да, поэтому давайте, друзья, скажем так, если интересно, подпишитесь и следите. Андрей, Алексей Николаевич, вам не кажется, что ненависть украинцев к русским изначально происходит от зависти к нам, русским? Она же появилась задолго до войны. Если это так, чтобы примирить наши народы, надо просто правильно выстроить пропаганду, к примеру, в ключе, мол, вспомните, как хорошо мы жили вместе и как плохо мы живем порознь. Давайте хорошо жить вместе, как прежде, и вы получите то, что есть у нас. Покатит такой вариант? Ну, после очень длительной реабилитации, очень взвешенной, осторожной, согласованной политики двух государств, системной, ну, может, да, может ситуация исправится за 5-10 лет. Но при том, что сейчас политика, которая приводит Россия, и политика, которая на коне в Украине, как бы является мейнстримом, это абсолютно нереальный сценарий, к сожалению, пока. И можете посмотреть, когда я предложил вариант символического и фактического примирения двух народов, а не двух государств у Собчак. Какой это эффект вызвало с обеих сторон границы? Вот вам ответ. Влад, добрый вечер. Вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, что думаете про судьбу Казахстана? Возможно ли что-то на территории Казахстана начнется? Военные действия с Россией? Ну, сейчас точно Россия не до Казахстана, поверьте. Тем более Казахстан очень прочно находится в орбите Китая. И вряд ли Россия будет предпринимать антикитайские действия, не согласованные с Китаем. Это нереально. Угу. Вот гневный вопрос. Алексей, так чьи дроны убивали мирных людей в Купянске? Вы так ярко и смело рассказывали о несчастных украинских пленных, так жалко в ответ отвечали на вопрос об убийстве мирных жителей. Может, все-таки разобрались за 2 месяца, кто взрывает крестящихся бабушек, или вас не сильно заинтересовал этот момент? А какие у меня способы разобраться? Я же не вы. Мне недостаточно прочитать в телеграм-канале. Мне нужно серьезное расследование, провести которое у меня возможности нет. Поэтому я не знаю. Я тогда говорил, я не знаю, чей дрон. Я сейчас говорю, не знаю, чей дрон. А вам я завидую. Я всегда завидовал людям, которым достаточно посмотреть Z-канал какой-то и убедиться, что это украинцы. Сразу, сходу, без серьезного разбирательства. Или русские, неважно. Алексей, что с Запорожьем? Светлана интересуется. Очень хотим домой, но не понимаем, в какую страну вернемся. Народ, какое Запорожье? Запорожье – прифронтовой город. 19 километров по прямой, от самой короткой точки. 75% Запорожской области захвачено. Ну, со всеми вытекающими. Запорожье – это кабы, Запорожье – это удары, Запорожье – это при определенном стечении обстоятельств спустя какие-то короткие сроки, разумные, там месяц, вполне может быть уже боевые действия в черте города. О чем вы говорите? Ну, вам решать, конечно, но я свою оценку и прогноз дал вам только что. Как так получается, Иван пишет, обмен телами 1000 на 23, а в Покровске и Купянске победы у ВСУ?
Нету Покровские и Купинские победы в ВСУ. Идет тяжелая оборонная операция, в которой есть удачные действия, есть неудачные действия и так далее. Покровск практически полностью потерян. Там формальный контроль. В Купинской провели операцию по отсечению одной клешни. Там, да, идут там определенные мероприятия в черте города. Да, вот, но в целом обстановка в Купинской далеко не перестала быть безоблачной, там, не тревожной и так далее. Тела, я вам говорил 1000 раз, наступающая сторона имеет в своем распоряжении огромное количество тел, которые нет у обороняющихся. Поэтому соотношение не должно вас менять, и внимание оно никак не указывает на соотношение потерь. Анна, Алексей Николаевич, горячо вами любимая Британия за свою имперскую политику теперь должна 18 триллионов. Видимо, за особое благородство, о котором все время вы твердите. Так с чего у вас постоянные претензии к России? У меня претензия к России одна. Российское государство ведет себя как полные идиоты в целях реализации своей политики. И смотрите, я признаю наличие в России, в отличие от очень многих украинцев, признаю наличие государственных интересов. Признаю право их защищать. Я говорю, что способ, которым оно их защищает, не вполне адекватен текущей обстановке. Можно было все сделать тоньше, элегантнее, с меньшими издержками, да, с большей пользой. Вот это основная претензия к России. Даже если становиться на точку зрения, вот, которую я говорю. Что касается британцев, я очень люблю Британию, но мне очень не нравится британская политика, особенно сейчас. Это очень разные вещи. Я люблю Шерлока Холмса, а вот политика Британии мне не нравится. В отношении, например, на украинском направлении. Что касается 18 триллионов, мечтать можно о чем угодно, но никто же не запрещает. Угу. Так, значит, почему не снижают мобилизационный возраст с 60 до 55 или 50? Ведь эти люди 100%, 15 миллионов выплат семьям. Потому что это не популярная мера, а Зеленский сейчас борется за восстановление популярности после скандала с Медичем. И за удержание популярности, как он боролся рядом. На непопулярные меры может пойти только катастрофические проблемы на фронте, либо укрепление популярности до такой степени, что непопулярные меры уже не так страшны. Уже давно нависла проблема снижения, фактически, проблема снижения мобилизационного возраста, мобилизации женщин и так далее, но не идут, потому что это политическое решение, за которое расплачиваются солдаты кровью на фронте, которые без продыха там сидят на этих позициях. У нас не понимают люди, что когда говорят, вот, посмотрите, заросшие бойцы, герои 160 дней на позиции провели. Они, конечно, герои, но 160 дней на позиции без ротации. Это нечто абсолютно ненормальное для нормального функционирования армии, даже в условиях тотальных больших боевых действий, тотальной войны. Поэтому есть принцип. Армия должна, и отдельный боец должен работать по принципу 2 к 1. То есть 10 дней на позиции, 20 дней отдыха и подготовки, да, и так далее. Вот тогда армия может воевать долго, не изнашиваясь. А так как воюет она сейчас, это катастрофа. Это не повод для гордости, это катастрофа. Поэтому и давно возраст надо снижать, и с мобилизацией что-то делать по большому счету. Но это политически непопулярные меры, поэтому на них не идут. Армия и государство расплачиваются за это кровью и потерянными территориями. Парадоксальным образом, если бы больше призвали людей, гибло бы меньше. Просто потому что ротировалось бы больше, отдыхало бы больше, и возможности бы появились больше. Вот в этом-то вся фишка. Так, следующий вопрос. Так. Как вы к Ленину относитесь, Алексей? Считаете ли вы его идеи актуальными и поныне, в особенности фундаментальные идеи диалектического материализма, как к подходу к познанию мира? Благодарю. Нет, я не сторонник диалектического материализма. Ленина читаю до сих пор. Это он интересный практик и теоретик. Считаю его гениальным человеком, гениальным практиком, гениальным теоретиком. Интересные философские идеи у него были в том числе, но с отчетливым инфернальным привкусом, которые пока они там методом пробы и ошибок расстреливали кассиров и репрессировали попов, это, конечно, не самая лучшая страница его биографии. Был ли он откровенным людоедом? Не берусь выносить эту характеристику. Фигура масштабная, историческая однозначно. Люблю такие вопросы из области фантастики. Что бы делал Алексей, если бы сейчас вернулся 24 февраля 22, зная, что будет происходить дальше? Все то же самое.
Алексей, а знаете ли вы украинского генерала, который живет в обычном человейнике и ездит на Kia Sorento? Это к вопросу о сегодняшнем подрыве генерала. Все генералы ездят, а то и украинские, а то и на машинах поплоше, поверьте. Генерал это вообще очень в Украине и в России не вершина жизненного успеха и карьеры, поверьте. Все достаточно бедные люди, достаточно ограниченные люди, достаточно зависимые люди. Генерал на войне, там, да, великая фигура, но на самом деле у Путина сидит 60 с лишним генералов. Сейчас. 5 командующих армией. Ну, о чем вы говорите? Так, значит... Если вы думаете, что они у нас живут в строго охраняемых особняках там, и ездят на бронированных Мерседесах, ой, как вы ошибаетесь. Если убрать декорации, то воробьи из «Игры престолов» — это не про религию, а про власть через мораль. Радикальный ЛГБТ-активизм не про ориентацию, а про власть через идентичность. В обоих случаях мы видим одну и ту же конструкцию. Объявляется священная ценность, вокруг нее формируется язык табу, затем появляется право на публичное наказание и, наконец, моральная непогрешимость тех, кто на стороне добра, в кавычках. Тогда вопрос не в том, кто прав, а в другом. Почему один и тот же механизм мы называем фанатизмом в одном случае и прогрессом в другом? Где проходит граница, на ваш взгляд, Алексей, между защитой ценностей и монополией на мораль? Потому что самая главная власть – это власть называния. Вот. Кульминация власти – это когда в книге «Бытия», в Библии, Бог подводил животных к Адаму, а он его называл «право давать имя», именование реальности. Поэтому как бы тот, кто называет это прогрессом, а другой регрессом, тот и осуществляет свою власть на каждом месте, на своем месте. Все борются за власть. У вас есть власть не поддаваться всем этим манипуляциям. Желаю вам успешнее ее использовать. Максимально успешно эту власть. Это да. Значит, сегодня день взятия Измаила Суворовым. Соотношение было в сторону России минимум 20-1. Что скажет по этому поводу Арестович, хотя устав был и существует? 20-1 у кого было соотношение? Я так понимаю, тут... В пользу российской армии. Я не помню точного соотношения при взятии Измаила. Легенда, созданная вокруг этого, гласит, что это было тяжелейшее сражение, на которое можно решиться только один раз, как сказал Суворов, потому что сумма укреплений, соотношение сил сторон и так далее, сложность крепости местности был превыше всего. Напоминаю, что до прибытия Суворова его не могли взять какое-то количество большое время. Не самые глупые люди. Да, вот. И во время штурма было несколько, как легенда, по крайней мере, гласит, несколько моментов срыва. Например, Кутузов, командовавший одной из колонн, сказал, что он отходит, потому что потеря огромная, сила огня и укрепление непреодолимо. На что Суворов ему ответил, как гласит легенда, что я назначил, передайте Кутузову, что я уже назначил его комендантом Измаила и послал донесение об этом в Петербург. Вот. Но как там было де-факто, это надо у профессиональных военных историков спрашивать. Первое, надо смотреть турецкие архивы, второе, французские, там и австрийские, а потом только нашу легенду. Кто желает провести эту работу, на здоровье. В любом случае могу вам сказать, крепость была сильная по сумме параметров даже объективных, и она была взята войсками под руководством Суворова. И вообще Российская империя выиграла у Турции 26 войн. Это о чем-то говорит. Правильно? Да, это уже чат, мы работаем с чатом сейчас. Значит, Лина Востроилова, русские согласятся на окончание войны без победы? Смотрите, как бы война не закончилась, обе стороны запишут это как своя победа. Победа не является граничным условием. Чем раньше вы это поймете, тем лучше. Все, что не произойдет, назовут победой. Угу. Поэтому нет. Значит, Ирина, Алексей Николаевич, вы бы ввели женскую мобилизацию в Украине на месте Зеленского? Но я бы, возможно, принял меры по добровольному привлечению женщин на службу на небоевые специальности, если хотят. Ну, и на боевые, кто выразит желание. Но мобилизацию удерживался бы все-таки до конца от женской мобилизации. Есть еще далеко не исчерпанный потенциал мужской мобилизации, если правильно обращаться. Но это радикальная смена модели должна быть.
вообще всей модели существующих вооруженных сил. Это же не дело не в мобилизации. Мобилизация – это только первый этап. Вот человека доставили в ТЦК. Дальше его распределяют, готовят, обучают, применяют, демобилизуют. И на всех этих этапах критические ошибки, которые приводят к снижению мотивации. Я не говорю уже о том, что меньше миндичей и больше желания защищать страну. А вообще все сводится к простому принципу Маннергейма. Прежде чем требовать от человека умереть за свою страну, сделайте такую страну, которую ему хочется защищать. Отсюда начинается мобилизация, а вовсе не о том, как его одевают, какие ботинки ему дают и бьют его по морде в бусике ТЦК. Это уже все следствие. Неправильные модели изначально. Поэтому я начал бы со смены модели в вооруженных силах и в государстве, системы отношений, развернул бы государство и вооруженные силы к человеку. А потом я думаю, что люди, которые убедились бы в том, что постепенно, что государство за них, они используют их как ресурс, сами бы мобилизовались в значительной степени. Добровольно. Потому что было бы что защищать. Мгм. А какой вид спорта у Алексея любимый, каким занимается систематически и уважает? Задает вопрос пользователь. Всякие разные там. У меня целая программа держания себя в форме. Она большая, разнообразная, широкая. Мгм. Значит, так. Это не вам. Это тут начинают выяснять, кто есть кто по национальности. Значит, вот такой вопрос. У скороход Анны есть шансы победить на выборы? Ее тоже сбивают вот этим делом НАБУ? Светлана интересуется. А вы знали до скандала Скороход о ее существовании? Не, ну кто в украинской политике знал, наверное. Ну, Ну, даже я не знал правду Скороход, хотя я как бы в украинской политике. Я пару раз слышал, это абсолютно бесцветный, безликий персонаж, да, ну, как бы, поэтому такое президентство, о чем вы говорите? так. Так, меморандум. Что думаете по поводу гарантии безопасности от США для Украины? Не существует никаких гарантий безопасности. И гарантия безопасности Украине может дать только сама Украина. Сильная армия, сильная экономика, человечное государство, хорошие отношения с соседями. Все. Гарантия безопасности от России весит гораздо больше, чем гарантия безопасности от США. Но вы же не хотите так ставить вопрос. Что должны быть взаимные гарантии безопасности России и Украины. Ой, тут, конечно, интересно про этих подсвинков. Ну, там шутят, там, кого называть подсвинками, кого Путин имел в виду, что за переполох вообще. Мне эта риторика не близка. И кто хочет рассуждать, приглашаю в комментарии, рассуждайте на здоровье. Да, ну просто тут не риторика. Дело не в риторике. Дело в том, как это отозвалось. Не поняли, как перевести. Ну, вообще, это да, вот да. тут именно вот такой культурный аспект, тяжело, это интересно. да. Но даже Путин вынужден был объясняться после Да. этого. Он понял, что он перегнул. Все-таки это не та риторика, которая президенту такой державы должна быть свойственна. Так, кто следующая жертва Украины? Украина собирается напасть на Китай? В вашем чате шутит пользователь. Вообще с Китаем странные дела происходят. Следующая жертва Украины – Украина. В этом-то и печаль состоит. Так, как провести... ну, про Китай скажите два слова. Слушайте, санкции будут санкции, вводить. которые ввели, Да. ввели наверняка эти лица как-то там участвуют в поставках какой-то продукции, которая работает на российский ВПК, применяется по Украине. Скорее всего, это было обоснование. Не исключено, что американцы попросили или британцы. Но, с другой стороны, наши украинские санкции. Как провести голосование, если в Украине полнаселения? Как зарегистрировать таких, как Арестович, там, Мураев, возможно, только Усик, Кличко, Зеля, два боксера и клоун? Это не наша с вами забота. Мы на это все равно никак не влияем. Это максимум на это может повлиять согласованная позиция Евросоюза, США, Китая и России. Какое-то на выборное законодательство. Причем сделать все, чтобы Россия не влияла, США не влияла, а Евросоюз и украинские элиты влияли. Вот вокруг этого будет борьба. Стоит ли менять Сырского? Стоит.
Извините, не называю имя, потому что у меня там светится через собачку, могу ошибаться, поэтому говорю пользователь, да, это к чату обращаюсь. Оксана, просто у некоторых светится имя, можно прочесть. Оксана, Лукашенко к себе приглашал украинцев, стоит ли ехать? Да, вы принимаете это решение. Я не думаю, что вас там ждет, если вы обычный обыватель, непосредственно угрозы, вас там захватят заложники или еще что-то. Но это связано с определенным риском. Беларусь при всей способности до сих пор проводить независимую политику все-таки в союзном государстве с Российской Федерацией. Как бы, хотя Лукашенко, как мне кажется, достаточно твердо управляет территорией, осуществляет эффективный контроль. Смотрите, далеко не каждый украинец может приехать сейчас в Беларусь. Обычный человек, наверное, ему ничего не грозит, как мне кажется. Решение принимаете вы. Если у вас родственники в армии, вы донатите активно, патриотические посты, то это уже зона риска очень серьезная. Угу. Значит, можно ли считать Евросоюз аналогом СССР? Может ли Трамп своей текущей целью видеть развал этого подобия СССР? Нет, точно не СССР. СССР же определила коммунистическая, одна единственная политическая партия. Евросоюз. Ну, а тут Еврокомиссия. Евробюрократы, скорее, которые, они тоже растасканы при общем левом центризме, они растасканы сильно, выявляются группой с выраженными интересами, но все-таки это не КПСС. Кроме того, национальные государства обладают огромной автономией, и до сих пор нет даже единых вооруженных сил. Я уже не говорю про КГБ, МВД, СССР и так далее, которые было. Нету на единого народно-хозяйственного комплекса, совсем другие принципы организации. Хочет ли Трамп его развалить? Нет, я думаю, что он скорее хочет, чтобы Евросоюз взялся за ум, и не перестал быть проблемой для США. Чемоданом без ручки, который американцы вынуждены нести, хотя основная зона их интересов сместилась давно уже в Индо-Тихоокеанский регион. Они бы были очень рады, если бы Евросоюз не развалился, а наоборот окреп. Но пока у Евросоюза с этим проблем. Угу. Тут такой вопрос, я, если честно, не совсем понял по поводу через визы внутренне запереть россиян. Это про отмену виз всем россиянам в Европе. Запереть, не запереть, да. И принимают меры ограничивающие российских. Это карательная мера. Это относится к разряду санкций. Шпион все равно заедет, найдет способ заехать. Да. Обычный гражданин, ограничили его. Да, не холодно, не жарко, но Евросоюз от этого это карательная мера, прямо скажем. Попытка воздействовать стигматизировать российское руководство, российскую политику и воздействовать на общественное мнение в России. Я думаю, что она не очень сильная как мера. Так, чисто теоретически Семен интересуется, если бы Порошенко опять, например, выиграл президентские выборы и пришел бы к власти снова, во второй раз, подписал бы перемирие с Россией? Подписал бы, конечно. Я тоже, если честно, так думаю. Мы имеем два Минска, а что думать, есть прямая экстраполяция простая. Он всегда под давлением ключевых внешнеполитических игроков принимал нужное решение. Это его способ стабилизировать свое нахождение у власти. Так. Смотрите, тут... Тем более, несмотря на все страшные слова «армия Мовавира» и там дроны переданы на фронт, он не вояка по психотипу. И не очень любит воевать. И там вообще противостоять, скажем. Хороший такой этот вопрос. Давайте, чтобы так... Та-дам! На мажорной ноте. Пользователь пишет. Арестович, вы иезуит? Нет. Я индуист, скорее. Адвайта-ведантист. Вот. Пока все гуглят, мы желаем всем доброго вечера. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Берегите себя. Всем добра и света.